Прекращение горячей фазы войны между Украиной и Россией. В Минске ждут высокопоставленных гостей из Евросоюза, а в Белом доме позволяют называть людей мусором. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Коррупционные скандалы в Украине и РФ. Как наживаются во время войны и что делать с коррупционерами? Обсудим результаты опроса. Переговоры начались. Москва и Киев могут обсуждать то, что Зеленский называл первым шагом к завершению войны. Глава МИД Венгрии летит к Лукашенко, Лаврову и сирийскому министру иностранных дел. Что происходит в Минске? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку и подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Военные Северной Кореи уже ступили на украинскую землю и находятся на оккупированной Россией территории. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников западных разведок. И если сейчас это лишь небольшая группа, то в скором времени количество военных КНДР может начать расти, так как северокорейцы постепенно завершают свое обучение на востоке России и направляются на передовую. Тем временем в Пентагоне заявляют, что войска Ким Чен Ына очень близки к линии фронта, но находятся пока в Курской области, где могут быть использованы как пехота против украинских войск. Западные эксперты по изучению Северной Кореи уверяют, что Ким Чен Ын принял стратегическое решение начать войну, а Запад на свой страх и риск недооценивает Пхеньян. Об этом пишет Financial Times. Авторы издания уточняют позицию исследователей КНДР Роберта Карлина и Зигфрида Хеккера, которые уверены, что Ким решил отказаться от дипломатических инициатив США и Южной Кореи и отдает предпочтение конфронтационной политике. В публикации напоминают о ядерном потенциале изоляционной республики. Financial Times пишет, что северокорейский диктатор, вероятно, убежден в том, что США находятся в долгосрочном упадке, а поэтому сейчас открылось невероятное окно возможностей, чтобы одержать верх над своими врагами. На Западе сложилась печальная тенденция относиться к Северной Корее как к посмешищу. Стране с плохо сидящими костюмами и странными прическами, более склонной запустить очередной интернет-мем, чем ядерное оружие. Шутливое отношение к режиму Кима не только уменьшает страдания северокорейского народа, но и серьезно недооценивает его возможности. Бедность в КНДР не означает, что режим отстал во всех отношениях. Несмотря на изоляцию, режиму удалось создать ядерное оружие. То, что не смогли достичь более богатые и имеющие лучшие связи страны, такие как Иран и Сирия. Украина и Россия садятся за стол переговоров. Катар в этом процессе является посредником. Киев и Москва решили договориться о прекращении ударов по энергетическим объектам. Об этом сообщает Financial Times. Авторы издания уточняют, что это те самые переговоры, которые были сорваны, когда в августе Украина совершила Курскую операцию. По данным дипломатов, которых опросили журналисты издания, известно, что сейчас, далее цитата, идут ранние переговоры о возможном возобновлении чего-то. Обсуждаются энергетические объекты. Financial Times также пишет, что в последние недели Украина и РФ уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, которую достигли разведслужбы стран. Ранее и Киев, и Москва соглашались, что прекращение атак на энергетическую сеть Украины и мощности по переработке нефти в России отвечает их взаимным интересам. Однако Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские силы с территории Курской области, где они контролируют около 600 квадратных километров, по словам бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника, осведомленного о переговорах. В Кремле же поспешили заявить, что информация из публикации якобы не соответствует действительности. Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляются, такие публикации допускают. В Украине же заявили, что не откажутся от ударов по НПЗ России. Но напомню, что буквально неделю назад Зеленский говорил, что взаимное прекращение ударов по энергообъектам будет являться первым шагом к завершению войны и окончанию горячей фазы этого конфликта. А что вы думаете о начале этих предварительных переговоров? Необходимо ли это? Поделитесь своим мнением в комментариях. В
течение ближайших 3 месяцев Украина планирует мобилизовать еще 160 тысяч мужчин. Об этом пишет France Press со ссылкой на официальных лиц в Киеве. Информацию о необходимом количестве мобилизованных подтвердил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. В то же время в украинских соцсетях продолжают публиковать видео рейдов ТЦК. А New York Times пишет, что сейчас среди украинцев нарастает критика в адрес Запада. В первый год полномасштабной войны этой критики не было. Сейчас же она стала явной из-за задержек военной помощи. Издание пишет о ситуации на линии фронта, где разочарование в отношении США и союзников ощутимо. Опрошенные военные говорят, что будут не против, если линия фронта будет заморожена. Волонтер, помогающий эвакуировать людей вблизи Покровска, восточного города, к которому приближаются российские войска, заявил, что Запад просто хочет ослабить Россию, а не помочь Украине победить. Скоро, возможно, уже некому будет пользоваться оружием, которое они нам дают, сказал волонтер Евгений Тузов. Все, чего хотят наши западные партнеры, это чтобы мы сражались до последнего украинца. Отмечу, что согласно последним данным опроса Украинского исследовательского центра Александра Разумкова, лишь 35% украинцев считают, что переговоры с Россией – это действенный способ для достижения мира. В то же время 48% с этим не согласны. К тому же 37% населения считают, что с Россией следует вести переговоры только после того, как войска РФ будут вытеснены на границе по состоянию на 23 февраля 2022 года. В Украине и в России одной из главных тем для обсуждения в последние месяцы являются коррупционные скандалы. О схемах взяточников на госслужбе в условиях войны сейчас массово пишут украинские СМИ. В России же показательной стала чистка в Минобороны РФ, которая началась с громкого задержания Тимура Иванова, который был замом Шойгу. В Киеве и в Москве официальные лица заявляют, что борьба с коррупцией – плановая работа. В нашем телеграм-канале мы решили провести опрос, а что же нужно делать с коррупционерами, предложив 4 варианта ответа. Первый звучит так: арест и конфискация личного имущества. Второй – изъять наворованное, коррупционера отпустить. Третий вариант – пожизненное заключение или смертная казнь для коррупционера. И последний вариант – лишение гражданства и депортация. На момент записи выпуска большая часть из наших подписчиков проголосовала за первый вариант. Коррупционера необходимо арестовать и изъять у него все имущество. На втором месте оказался вариант пожизненное заключение или смертная казнь. Согласны ли вы с такими ответами или же у вас есть свой вариант? Напишите его в комментариях. И, кстати, как часто и где вы сталкиваетесь с коррупцией? На юге Украины Россия накопила 200-тысячное войско, и это силы, которые пытаются вести боевые действия против ВСУ. Об этом заявил спикер сил обороны Юга Украины Влад Волошин. Он уточняет, что речь идет и о военных, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма. В ВСУ говорят, что сейчас, несмотря на такое количество оккупантов, РФ не создала наступательных группировок, но все же на отдельных участках фронта сумела создать штурмовые группы для ведения наступления малыми силами пехоты. В то же время военные аналитики и мониторинговые каналы отмечают продвижение россиян на востоке Украины, где, скорее всего, украинские силы обороны потеряли контроль над 2 населенными пунктами в последние дни. Deep State сообщал, что путинская армия оккупировала Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто готовится к поездке в Беларусь. Главный дипломат Орбана собирается принять участие в Минской конференции по безопасности, которая является конкурентом Мюнхенской, пишет Политика. На этой конференции Сиярто увидится с Лавровым и министром иностранных дел Сирии. Авторы издания напоминают, что такая близость главы МИД Венгрии к России и Беларуси не вызывает удивления, ведь Сиярто регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск. Напомню, что именно Сиярто стал первым высокопоставленным чиновником из ЕС, который в 2023 году не побрезговал прилететь к Лукашенко. В то же время в Минск уже прибыл глава сирийского МИДа Басам Сабак. Министр Лукашенко Головченко говорит, что такие контакты с Сирией крайне важны. Республику Беларусь и Сирийскую Арабскую Республику связывают подлинная дружба и давние партнерские отношения. Я с теплотой вспоминаю свой визит в Сирию во главе правительственной делегации Республики Беларусь, который состоялся почти 2 года назад. Этот визит, который прошел в атмосфере
дружбы и взаимопонимания позволил нам выработать ряд решений, направленных на активизацию двустороннего сотрудничества. И мы уверенно двигаемся по этому пути, несмотря на оказываемое на наши страны незаконное давление. В Европарламенте заявили о непоколебимой поддержке суверенитета Беларуси и полной поддержке демократического права народа Беларуси выбирать своих представителей на свободных и справедливых выборах. Кроме того, в Европарламенте заявили, далее цитата, «выборы, проводимые в атмосфере страха и репрессий, не могут считаться справедливыми». В ЕП также напомнили, что после событий 2020 года ситуация в Беларуси ухудшилась. Десятки тысяч людей были арестованы. За решеткой находится 1300 политзаключенных. В официальном заявлении также говорится о том, что режим Лукашенко должен соблюдать права человека, право на свободу объединений, в том числе для политических партий, положить конец всем формам репрессий, преследований и запугивания и освободить всех политических заключенных. Харрис опережает Трампа всего на 1%. Об этом говорят данные опроса Рейтер. У кандидата от демократов 44%, у кандидата от республиканцев 43%. Рейтер уточняет, что в преддверии выборов, которые состоятся уже 5 ноября, у кандидатов практически ничья, а погрешность этого опроса составляет около 3% пунктов в ту или иную сторону. В то же время в США очередной скандал. На слуху одно из последних заявлений Джо Байдена. Он назвал сторонников Трампа мусором. А Трамп, в свою очередь, попросил своих избирателей простить Байдена за эти слова, намекнув на то, что в силу возраста нынешний президент уже не понимает, что говорит. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. А оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.